Здравствуйте, мои дорогие подписчики и гости канала. Зовут меня Женя. Вы на моем канале «Счастье в нас самих». Сегодня, как и каждую неделю, прогноз на неделю. Самое важное, самое основное, по мнению Таро, на что было бы здорово обратить внимание в ближайшую неделю. И сейчас стихия Земля. Знаки зодиака, Тельцы, Девы и Козероги. Не забывайте про акцендент. Акцендент, да, влияет на ваше внутреннее состояние, на ваш характер, на ваши мысли и по причинно-следственной цепочке на то, что с вами происходит. Поэтому, как всегда, я всегда так говорю, смотрите ваш знак зодиака и знак зодиака вашего акцендента. Кстати, у меня есть знакомые, у которых акцендент превалирует в характере и в отношении. Значит, в момент рождения какая-то планета действовала даже сильнее, чем знак зодиака человека по рождению. Поэтому акцендент, да, важен. Ну а сейчас сосредоточьтесь на себе любимых, сделайте себе комплимент, похвалите себя, ну и, конечно, обязательно улыбнитесь. Помните, улыбка улучшает жизнь. Ну а смех продлевает жизнь. Это уже доказано учеными. Не один раз уже я говорила о практике «посмейся над проблемой». Я знаю, что часто это надо делать усилием воли, но если вы можете это сделать, проблема очень часто разрешится без ваших усилий и даже иногда без вашего участия сама по себе. Ну а в конце видео, как всегда, те, кто досмотрите видео до конца, 3 карты на исполнение желаний и, соответственно, цели, вопросы и, может быть, дополнительный совет. Сегодня я использую мою колоду. Ну что, начинаем? Тельцы. Есть вещи, к которым вы почему-то потеряли интерес. Нет того огонька, который был раньше в сторону определенной задачи, определенной цели. Мы меняемся, жизнь меняется. И действительно наши запросы, наши желания, наши отношения к кому-то или к чему-то тоже меняется. Карта говорит, что если потеряли интерес, может быть, стоит немножко перенаправить ваше внимание и ваши усилия именно в ту сторону, в которую вам хочется именно сегодня. Единственное, что не переборщите с этим по той простой причине, что меняя постоянно мнение и меняя постоянно цели, очень тяжело будет чего-то достичь. Тут еще карта говорит о том, что приготовьтесь, что планы надо будет строить, и далеко стоящие планы надо будет строить очень скоро. И в ваших руках именно те перемены, которые вы бы хотели увидеть. Но они все в ваших руках, в ваших мыслях и в ваших действиях. Вот так я это вижу. Девы. Уверенность. Уверенная неделя, стихия ваша, неделя, в которую вы сможете получать удовольствие от всего, что будет происходить вокруг вас. Очень важны в ближайшую неделю отношения с родными, близкими, особенно с более старшим поколением. Очень часто мы скептически относимся к советам старшего поколения. И, по той простой причине, что старшее поколение думает, что они знают все, а мы думаем точно так же, что мы тоже знаем все. Поэтому
Никто не говорит вам действовать по совету, но принять мнение старших было бы здорово, и, соответственно, вы уже потом методом исключения и поиска в ощущениях решаете, подходит ли вам этот совет или нет. Только вот предупреждение: не отметайте. И еще иногда мы, это наше, видимо, вот так идет, знаете, вот эта извечная проблема родителей и дети. Вот, мы можем именно своими словами кого-то обидеть. И тут я именно вижу такие ситуации, что мы сами нехотя можем обидеть кого-то из старших. Поэтому вот с ними дипломатия, принятие и, конечно же, терпение. Ну а для здоровья в ближайшую неделю императорское здоровье, это императрица, уверенное выздоровление. Ну, все, что касается работы и бизнеса, тоже тут идет именно работа на результат, на улучшение. И это улучшение может прийти и в ближайшую неделю тоже. Ну, в отношениях хочу сказать, вот особенно для девочек. Девочки, семья – это, можно вот как вот не поддержание обстановки в семье. Я вот пыталась найти, простите, я прерываюсь, потому что я пытаюсь найти правильные слова, как объяснить то, что я вижу. Погода в доме очень зависит от того, как относится вот к этому дому, к своей семье, к своему супругу женщина. И именно то, как вы относитесь к супругу, к детям, вы будете получать обратно. Хотите получить заботу, ласку и удовольствие, дарите это. И тогда все вернется к вам в многократном размере. Вот такая неделя. Козероги. Перемены. Перемены, которые вы долго ждали, у вас на пороге. Вы уже можете ощутить этот ветер перемен, потому что ситуации начинают меняться. По миру обычно мир добавочной картой объясняют. Так как здесь у нас одна карта, но я всегда предсказываю с позитивной точки зрения и веду только к позитивным переменам, могу сказать, что в ваших руках все, что вы можете улучшить. Вы можете улучшить любую ситуацию, любые отношения именно своими действиями и своими мыслями. Поэтому перемены идут, перемены к улучшению. Также по этой карте планирование поездок и отпусков тоже приветствуется. Ну, а также это может быть неделя, в которую кто-то из вас и поедет в этот самый отпуск. По большому счету и говоря коротко, перемены к лучшему идут в ближайшую неделю. Принимайте, мои дорогие козероги. Это будут долгожданные перемены. Вы дождались, можно сказать, по этой карте. Ну и общий совет. Прорыв. Вас может ожидать прорыв в любой сфере вашей жизни. Все зависит именно от того, насколько вы уверены в том, чего вы хотите. Насколько вы уверены, что ваше решение, что ваш подход правилен. Если вы точно уверены и ваш подход никого не ущемляет, не обижает, то тогда вас ждет действительно прорыв в вашей жизни, перемены
которые принесут улучшение во всех сферах жизни. Главное – ваша уверенность и действительно без вреда. Если это может привести вред хотя бы кому-то или чему-то, скорее всего, и самый лучший выход из этого было бы, чтобы прорыва не было. Ну а сейчас загадывайте ваши желания, думайте о ваших целях и, конечно, задавайте вопросы. Помните, формулировка очень важна. От формулировки зависит то, что вы получите. Формулировка – это же тоже ваша мысль, и это ваша концентрация. Вы концентрируетесь на том, что вы сформулировали. И, соответственно, если вы неправильно сформулировали, лучше, чтобы уже не сбылось, чем сбылось вот именно по неправильной формулировке, потому что это не принесет ни удовольствия и ни радости. Ну и не забывайте, что желания должны быть именно ваши, а не навязанные вам кем-то или чем-то. Смотрим, тельцы. Позитив. Позитивный настрой приведет вас к исполнению желания. Помните, что только позитивные мысли приводят к улучшению. Только позитивные мысли могут привести вот к ответу на ваш вопрос в вашу пользу. Настраивайте себя на позитив, и тут не одно желание может исполниться. Тут могут исполниться большинство ваших желаний. Только не все сразу. Ведь когда мы начинаем мыслить позитивно, потихонечку меняются причины и следствия. Дева, смотрим. Гармония. Вас ждет гармония в вашей жизни. Значит, ваше желание исполняется и принесет вам вот это ощущение гармонии и баланса. Ну, а также ответ на вопрос будет в вашу пользу. Вы же будете чувствовать себя в гармонии с собой и с Вселенной. Прекрасная карта. Ну и Козерог. Вас ждет счастливое будущее. Принимайте счастливые перемены, принимайте исполнение ваших желаний и принимайте позитивный ответ на ваш вопрос. Именно в вашу пользу, именно тот ответ, который вы хотели бы получить. Вас ждет счастливое будущее. Вот такая интересная неделя у стихии Земля. Кстати, по всем картам, что я здесь увидела, могу сказать, что кроме дев, у которых все более, знаете, по вашей скорости, по вашей стихии, по императрице, у всех остальных я вижу, что энергии будут более быстрые, чем вы привыкли, и вам надо будет принимать более быстрые решения и действовать быстрее, может быть, чем вы этого бы хотели. Но я хочу сказать, по тем результатам, которые я вижу, да, вот это ускорение принесет лучший результат и улучшение в вашу жизнь. На сегодня все. Я, в свою очередь, желаю вам счастья по умолчанию. Помните, счастье – это состояние души, и оно никак не зависит ни от каких внешних обстоятельств. Если вы хотите быть счастливыми, будьте ими. А я прощаюсь с вами. Увидимся очень скоро. Люблю вас, мои дорогие. Пока.